Вчера стало окончательно понятно, что государство исключило из национального реестра доменных имен все, что ассоциировано с Ютубом и его функционированием. Такой лихой маневр связывают с тем, что оборудование Роскомнадзора не справляется с фильтрацией трафика замедленного на днях Телеграма. Выясняется довольно важная штука. Государство, оказывается, не всесильно и может бороться только с одной большой угрозой за раз. Если для пресечения трафика Телеграма нужна глубокая инспекция пакетов, если нужно подключать ИИ-модели, то на всероссийских масштабах ресурсов для полноценной блокировки еще и Ютуба не остается, и она сводится к удалению из доменного реестра. Это очень хороший момент поговорить о государстве, его контроле над интернетом и пределах возможностей этого контроля. Что и обсудим сразу после напоминания. В описании наша инструкция по обходу блокировок в России. Мы ее регулярно обновляем, и в очередной раз сделали это вот прям буквально вчера. Спонсором всего этого дела выступает MaxSwap. Сервис оформляет виртуальные карты, с которыми вы сможете расплачиваться криптой, как обычными деньгами. Ссылки в описании. Представление, что государство всесильно, вообще говоря, крайне вредно. Оно лишает общества воли к сопротивлению. Ведь если враг принципиально непобедим, то и стараться его победить не нужно. Это очень удобная картина мира, в которой, если хотят заблокировать, точно заблокируют. А значит, никакого особого сопротивления этим блокировкам оказывать и не нужно, потому что все равно же невозможно. Очень важно именно такую идею транслировать российским гражданам. Никакое государство, включая российское, не может в реальности воевать на всех фронтах, всех прижимать к ногтю. Государству очень важно создавать впечатление своего всесилия. Именно оно позволяет не встречать сопротивления, и тогда на некоторых направлениях воевать не нужно, потому что оппонент просто лежит в углу и плачет от бессилия. Представление, что возможности государства блокировать неугодные ресурсы бесконечны, сродни представлению, что воевать в Украине можно вечно, что деньги и люди никогда не закончатся. Помните, были такие люди, которые нас в этом активно убеждали, что с Путиным, мол, неизбежно нужно договариваться на его условиях, ведь он может убить сколько хочет солдат, потратить сколько угодно денег, и все равно передавит врагов. Так или иначе, он до Киева дойдет, если не за 3 дня, то за 3 года. На излете 4-го года войны даже самые верные адепты тезиса о безграничных силах Путина подобного больше не транслируют. Уже примерно всем стало ясно, что ресурсы России велики, но всему есть предел. Нет такого правила, что если Путин что-то решил, то он обязательно этого достигнет. Даже больше, он может этого и не достичь, если встретит организованное сопротивление. В случае с блокировками мы наблюдаем ровно эту механику. Да, они стали очень изощренными. Оборудование из комплекса технических средств противодействия угрозам умеет глубоко анализировать проходящие пакеты трафика, в том числе, видимо, с привлечением искусственного интеллекта. Маскировать трафик заблокированных ресурсов становится все сложнее. Протоколы, по которым работают VPN, отваливаются одним за другим. VPN, впрочем, находят другие способы. Но у такой системы фильтрации есть обратная сторона. Глубоко анализировать трафик в масштабах 140-миллионной страны с помощью ИИ, изучать поток пакетных данных каждому пользователю – это очень дорого. Это настолько дорого, требует привлечения таких вычислительных мощностей, что блокировать сразу много популярных ресурсов становится невозможным. Как и бороться сразу со всеми протоколами VPN. Воевать сразу со всеми талантливыми программистами, которые ищут и находят новые способы маскировки трафика. Недостаточно принять политическое решение. Хотим заблокировать все на свете. Когда такое решение принято, приходится выбирать, с чем именно вы воюете. С Телеграмом, WhatsApp или Ютубом. Потому что технических возможностей на всех них оказывается недостаточно. А когда ресурсов оказывается недостаточно, в ход идут самые простые и кондовые методы, как то исключение доменных имен из национальных DNS-серверов. На этом месте надо будет кратко объяснить технические подробности, иначе будет непонятно, о чем идет речь. Только сначала быстрая реклама, посмотрите, пожалуйста. Если верить заявлениям, за 2025 год в России заблокировали более миллиона ресурсов и свыше 250 VPN-сервисов, а также несколько VPN-протоколов. Среди недоступных ресурсов есть и популярные мессенджеры. А при отключениях мобильного интернета работает и вовсе лишь несколько сервисов из белого списка. Чтобы сохранить свое право на свободный интернет,
Поставьте VPN, который быстро адаптируется к ограничениям, в том числе к тем же белым спискам, например, Blank VPN. Он стабильно работает в России уже 8 лет и разрабатывает технологии обхода новых блокировок одним из первых на рынке. Сейчас у сервиса действует очень выгодное предложение. Вы можете подключить Blank VPN со скидкой до 66% с полным безлимитом по устройствам и трафику. А еще сервис дает 30 дней, чтобы вы могли решить, пользоваться дальше или вернуть деньги, если сервис вам не понравится. Еще одно преимущество – подпиской можно делиться с семьей и друзьями. Это гораздо выгоднее, чем покупать каждому отдельно. При этом Blank VPN не ограничивает своих пользователей в трафике. География подключения 50 локаций. Сервис работает только на выделенных серверах, не записывает и не хранит логи. Серверы работают на скорости до 10 гигабит в секунду. С такой скоростью можно спокойно смотреть YouTube хоть в 8К качестве, одновременно играть и стримить. У Blank VPN также есть удобные приложения для iOS, macOS и Android. Подключиться можно буквально в один клик. Поддержка у них круглосуточная и отвечает меньше, чем за 2 минуты. Если ваш VPN-сервис плохо справляется с блокировками и вы хотите попробовать альтернативный VPN, сейчас самое время это сделать, пока действует акция. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране, используйте промокод CATS, чтобы подписка стала до 66% выгодней. Всего от 2,5 евро в месяц. Оплатить сервис можно российской картой. Устанавливайте себе надежный VPN-сервис, которому можно доверять. Продолжаем. Когда вы вбиваете адрес в строку браузера или нажимаете на ссылку в интернете, то браузер ваш в первую очередь обращается к серверу доменных имен, к Domain Name System, она же DNS. DNS — это такая бабушка-вахтерша. Ее браузер спрашивает: а по какому адресу проживает youtube.com? Подскажите, пожалуйста. Она такая листает свой журнал учета и говорит: а вот по такому-то IP. Ваш браузер идет к этому IP, по которому могут проживать многие сотни и тысячи сайтов, и говорит: здрасте, я к youtube.com. Затем происходит уже внутренняя маршрутизация, и ему говорят: вон он там, вон на шконке у фикуса лежит. Таким образом, вы попадаете на искомый сайт. Исключить домен из DNS все равно, что вырвать лист из учетной книги бабушки-вахтерши. С ее точки зрения нет такого жильца youtube.com. Она вам не сможет сказать, по какому IP нужно пройти. Но, как вы уже могли догадаться, с такого рода блокировками есть проблема. Если вы уже знаете, по какому адресу проживает youtube.com, вам не обязательно спрашивать бабушку. Да, она будет говорить, что, мол, нет такого жильца, найти не могу. Выдавать ошибку. Сетовать, мол, что... в общем, понятно. Но вы же знаете, что youtube.com живет по такому-то адресу, и вам никто не может помешать пройти туда самостоятельно. Если вы в свой файл hosts пропишите прямое сопоставление домена youtube.com с IP-адресом искомого ресурса, то браузер ваш не пойдет интересоваться ни о чем у сервера доменных имен. Он просто сразу отправит вас по искомому адресу, а там уж внутренняя маршрутизация Google разберется, что с вами делать. Такого рода блокировка – решение довольно кондовое. Обойти его совсем ничего не стоит. Почему его применяют? Потому что иначе никак. Нельзя поставить себе задачу фильтровать весь трафик и успешно ее выполнить. Да, денег у российского государства много. Людских и технических ресурсов много. Но много и неисчерпаемо – это разные величины. Недостаточно просто принять политическое решение. Хотим, мол, заблокировать то-то и то-то. Хотим на фронте завоевать вон то-то и вон то-то. Если находятся люди, которые таким решением начинают сопротивляться, будь то армия противника или масса VPN-сервисов, оказывается, что государству нужно приложить ресурсы большие, чем у него есть в принципе. И тогда вопрос о политической воле уже просто не стоит. Будь у тебя хоть трижды воля, но если ресурсы на ее enforcement ограничены, случается Купенск и бан Ютуба посредством удаления записи в реестре доменных имен, соответственно. Государство очень хочет дать всем понять, что борьба с ним бесполезна, и даже хорошо умеет производить такое впечатление. Но практика состоит ровно в обратном. Если государству сопротивляться, то у государства заканчиваются ресурсы. Это очень полезное открытие. Когда государство транслирует выдающуюся самоуверенность, оно пытается сэкономить ресурсы. Государство про себя знает, что оно не сможет всех передавить, но может попробовать всех запугать. Внушить всем идею, что если уж решение принято, то тут остается только смириться, подчиниться и плакать. Правда в том,
что совершенно не нужно идти на поводу у государства. Совсем наоборот. Когда государство пытается вредить, нужно изо всех сил нагружать работой его мощности, расходовать их на бессмысленную и дорогостоящую активность. Сейчас государство бросило все усилия на то, чтобы угрохать Telegram. Чем больше людей будут пользоваться все более разнообразными сервисами VPN на разных протоколах и с разным шифрованием, с разными системами маскировки пакетов, тем дороже и сложнее государству будет Telegram угробить. Тем больше ресурсов с других направлений придется перебрасывать на эту утопическую задачу. Тем больше на этих направлениях будет настолько одноклеточных затычек, как простая чистка реестра DNS. Простая чистка реестра DNS никак не может помочь самым простым методом обхода – с использованием стороннего сервера доменных имен. Мы уже добавили этот до смешного примитивный лайфхак в нашу инструкцию по обходу блокировок. Ведь оказывается, что интернет – это не одна большая общага. Это много разных общаг на одной территории. И если у бабушки-вахтерши швейного училища начальство вырвало страницу из учетной книги, никто вам не мешает пойти к такой же бабушке в общаге кулинарного техникума. У нее все в порядке, искомая страница на месте. Как к ней попасть, мы как раз и написали в нашей инструкции. Если национальная система доменных имен решила выписать из себя крупнейшие западные сервисы, это не значит, что все остальные доменные серверы во всем мире выписали из себя YouTube. Все знают, где он живет. Применяя настолько примитивные и топорные методы блокировок, государство решает те задачи, которые перед собой не ставило. Во-первых, обучает граждан основам технической грамотности. Иначе бы стали бы рассказывать на миллион зрителей о модели оси на примере вахтерши. Во-вторых, убивает национальный ДНС, который с такими усилиями строила. В-третьих, демонстрирует собственную слабость. Ее видят все, кто поддался на раздутые государственные щеки в 22-23 годах, побоялся вкладывать деньги и ресурсы в свой YouTube-канал. Ведь, мол, YouTube-то точно заблокируют. Я слышал это просто бесчисленное количество раз на разнообразных конференциях российских медиа в изгнании и российской оппозиции. Сделать, мол, ничего нельзя, бесполезно вкладываться, надо искать альтернативы в виде чуть ли не кратковолнового радио, потому что все равно все точно заблокируют. Примут решение и все, точно. Ну а почему точно-то? Лишь потому, что государство так решило? Да государство много чего решило. Киев за 3 дня брало, инфляцию в 4% достигала, с дефицитом бюджета успешно боролась, с Трампом договаривалась. А если начинать отсчет с того момента, когда Путин к власти пришел, государство поставило очень много амбициозных целей, типа догнать Португалию по ВВП на душу, например. Давайте адекватно смотреть на вещи. Российское государство очень последовательно борется с интернетом, начиная с осени 2012 года. С тех пор прошло 13 с лишним лет. И результат этой борьбы очень простой. Мы с вами разговариваем. Я вот сижу ежедневно и вещаю вам из небольшой комнаты непонятно где, а вы меня слушаете. Причем вас более 1 миллиона человек в день. Целая Самара, даже больше, ежедневно слушает нашу политическую аналитику тут. Канал сам себя финансирует за счет рекламы. И это через 13 лет после первой в России блокировки и через 1,5 с лишним года с момента принятия решения заблокировать YouTube и не дать вам меня смотреть. А вы смотрите меня, читайте «Медузу», «Медиазону», давно уже заблокированные, русскую службу BBC, звоните своим близким по WhatsApp и переписывайтесь в Телеграме. Блогеры в Ютубе не остались без аудитории и денег, все с ними в порядке. Государство давно поставило себе задачу обособить российский интернет. Государство в этом не преуспело вообще ни разу. Да, свободный интернет теперь стоит некоторых денег. Это неприятно, но совершенно не смертельно. Причем не смертельно не только для тех, кто обладает техническими знаниями или имеет счастливую возможность тратить сколько угодно денег. VPN могут позволить себе все. Все эти усилия имеют даже рыночную оценку. 300-500 рублей в месяц стоит обойти все эти государственные старания. А если немного постараться самим, то можно и бесплатно. Главный вывод, который мы должны из происходящего сделать, сводится к тому, что нет никакой необходимости поддаваться на государственный пиар. Не нужно внушать себе, ну раз уж решили, то сделают. Нужно спрашивать себя, ну ок, они решили, а сделают-то как? Не нужно относиться к этому легкомысленно. У российского государства действительно в избытке денег и ресурсов. Но именно что в избытке.
не безлимитное количество. Они могут эффективно бороться с какой-то изолированной сущностью, с одним сервисом, с одним мессенджером, с одним СМИ. Но когда десятки миллионов граждан решают, что нет, мы хотим свободный интернет, у них физически нет ресурсов бороться. До завтра.